В общем, ребята, вот у нас, допустим, по лагам пол пусть будет. Какую ошибку совершают люди? Ну, устилают тут маты, к примеру, первый слой, потом второй слой, и пихают третий, и третий, ну, к примеру, как вариант, и пихают его так, что утрамбовывают чуть ли не ногами, иногда даже не стесняются, ходят по этому утеплителю там, или на него накладывают доски какие-то, и этот утеплитель у нас сжимается, ну, может, в половину там, или на какой-то процент. Если у нас сейчас 150 утепление, оно вот это 150 утепление считается. Если у нас утеплитель сжался вот до такого состояния, то здесь у нас осталось утепление, ну, к примеру, на 100. Все думают и считают потом, рассчитывают, что у них утепление на 150. На самом деле утеплитель у вас сжался, вы его вдавили, сделался на 100. Друзья, всем привет! Вы на канале Своими руками. С вами Макс. Сегодня очередное видео. Такое ни для кого не секрет, что я сейчас консультирую людей. Очень много пишут в контактах. К сожалению, сейчас для вас, допустим, то, что я сделал как бы сейчас платную форму. Что все консультации сейчас, потому что очередь большая, не могу на все отвечать. И чтобы какой-то фильтр был, я сделал такую небольшую плату там символическую. Но также выезжаю на объекты. И вот в очередной раз ездил объект, тут посмотреть, позвонили, кое-какие были у людей там сомнения. Пока тенденция идет, это уже четвертый, по-моему, объект, куда выезжаю такой с консультацией, скажем, ну, люди не хотят, чтобы я снимал это все. Я понимаю, что люди предостерегаются, что наделали ошибок, им, видимо, может совестно, и никто как бы пока не разрешает. Приехал я, осмотр делал, получается, типа гараж, не гараж, как мастерская. Делают мастерскую. Сделали каркас 150, доска 50 на 150. Сделали утепление. И, ну, все вроде нормально, там как бы посмотрели, там нюансов никаких особых там не нашли, мы посмотрели кое-что. Самое главное, при разговоре потом, что мне запомнилось-то и впечатлило, они мне говорят, что ну все, мы сделали утепление, для нас тут как бы этого за глаза достаточно, утепление сделали в 200 миллиметров. Хотя только что мы осматривали, каркас был 150. Я сразу вспомнил эту историю, когда мы на Санта-Бане жили, ребята, кто помнит, вагончик синий, в котором мы начинали жить. Там ситуация была схожая. Хозяин, когда, говорит, покупал ее, это он сам рассказывал нам, я, говорит, покупал, приехал, смотрю, там стенки были у этого вагончика, но он, наверное, на 50, я не помню, честно, уже цифры, вот. А кто производил, это частный предприниматель какой-то, он занимается, эти вагончики клепает, как бы там продает, и у него как бы написано же, или он там всем, говорит, втирает, что а утепление это, говорит, у нас на 100. Толщина стены на 50, а утепление на 100. А как, говорит, на 100-то? А мы же утеплитель на 100, говорит, покупаем 100 миллиметров и туда его запихиваем. И получаем у нас утепление на 100. Вот. И тут также как бы люди ошибочно, каркас 150 у них, а они купили утеплитель на 200, сделали в два слоя, не утеплитель на 200, в два слоя соточку. И думают, что они сделали утепление 200. И как бы на самом деле утепление-то у них осталось 150. Если толщина стены 150, мы ее забили утеплителем. Единственное, что мы изменили плотность утеплителя, так как 200 мм утеплителя мы запихали в объем 150 мм, и мы получили плотность утеплителя, ну поплотнее утеплитель, а утепление все равно считается 150 мм. Но кто первый раз у нас на канале, обязательно сразу подписываемся, ставим лайкусики. Пишем комментарии, пишем вопросы. По такой причине попадос еще один бывает. С трубами, с канализациями. Или же канализация не так страшна, как бы она не так боится перемерзнуть. С трубами, с водопроводом. Делают трубу, допустим, там 32-ю, какую-нибудь ПНД. Ее запихивают в кожуру, в такую, в пузырчатую. Черную, все знают, продают ее, да? Вот это в разрезе. И когда получается, и в таком виде засыпают ее в грунт. И думают, что у них тут толщина стенок там
14 миллиметров или 16, они там разные есть. Думаю, что они утеплили, все достаточно. Первый год жизни они радуются, не нарадуются, вода в доме есть, унитаз есть, воду таскать не надо, умываемся, все четко, водичка, все хорошо. На следующий год пришла зима, бах, почему-то воду перехватило. Потому что весь грунт, который вокруг, он давит на ваш утеплитель. И если первый год он как-то, может, сопротивлялся морозам, удерживал там тепло, то на следующий год он сжимается вообще на нет. Такие трубы, ну, я видал, как бы при демонтаже доставали. То есть практически тут нету, просто черная оболочка и все. Там остается там буквально пару-тройку миллиметров. Он сжимается вообще на нет. И сопротивления, короче, у него никакого нет морозом. Соответственно, вот этот утеплитель, вы-то думаете, у вас там он утеплитель. На самом деле утеплителя уже давно нет и трубы прихватывают. Вот такой, короче, коротенький ролик, друзья. Не совершайте ошибок. Если у вас расчет идет по тепловым потерям каким-то и толщина утеплителя определенно, толщина должна быть толщиной заявлена. Если должно быть 200, значит утеплитель должен быть 200. Но никак не купить утеплитель на 200, потом сжать его в 50, куда-то там засобачить и считать, что у вас утепление на 200. Нет. Кстати, вот эта вот ошибка, второй раз я столкнулся с этим. Думаю, кому-то, возможно, будет она полезна. Ну все, ребята, старайтесь делать все правильно. Плохо оно получается само. Так что до новых встреч. Ставим лайкусики, подписываемся на канал. Всем пока.